Око Москвы, русский дятел, эхо холодной войны. Все это о ней. Здравствуйте, друзья, и наконец-то на моем канале полноценная дуга. Я давно хотел снять ее в формате истории о ней, но по ряду причин, опять-таки, не совсем у меня получалось сюда приехать, и вот наконец-то я сюда добрался. Поэтому сегодня будет история о дуге. Однако прежде чем я начну, хочу сказать вам две вещи. Первое. Несмотря на то, что это популярный туристический объект, сама антенна, сам радар Дуга и сам объект Чернобыль-2 к аварии на Чернобыльской атомной электростанции не имеют никакого отношения. И второй момент. Именно авария на Чернобыльской атомной электростанции сделала возможным нам сейчас наблюдать антенну Дуга практически в сохранности. Ведь если бы этого не произошло, я имею в виду авария на Чернобыльской станции, то с большой долей вероятности радар Дуга-1 повторил бы судьбу антенн в Николаеве и в Комсомольске-на-Амуре. Они были бы срезаны и попилены на металл. Однако здесь этого сделать, слава богу, не удалось. И именно поэтому мы сейчас имеем такую возможность наблюдать и видеть вот этот огромный завораживающий памятник холодной войны. Ну, о том, что такое дуга, как она появилась, ее цели и задачи, и что пошло не так, и чем все закончилось, вот об этом будет мое сегодняшнее видео. Погнали! Дуга, она же 5Н-32, загоризонтная радиолокационная станция для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет. Была частью трехэшелонной системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Первый эшелон был космическим, и это было спутниковое наблюдение за факелами от баллистических ракет, инфракрасное наблюдение. Третьим эшелоном была система Дарьял. Это уже надгоризонтное радиолокационное наблюдение на ближних дистанциях подлета. Вторым же эшелоном была загоризонтная РЛС Дуга, которая в радиодиапазоне отслеживала факелы от запусков баллистических ракет. Поскольку среднее время полета баллистической ракеты с территории потенциального противника до территории Советского Союза составляла 20 минут, а возможность прямого обнаружения стандартными средствами радиолокационной защиты были только на последних 5 минутах полета, существовала насущнейшая необходимость заглянуть за горизонт. В первой половине 20 века было открыто свойство ионосферы к отражению коротких радиоволн. Ионосфера находится на высоте 300 км от Земли. И именно этот принцип отражения радиоволн от ионосферы Земли, и вследствие чего возможность этих радиоволн огибать земной шар много раз, был использован в загоризонтной радиолокационной системе Дуга. То есть предполагалось, что сигнал, отражаясь от ионосферы и от поверхности Земли, будет уходить за горизонт. Там, в случае встречи с плазмой в реактивной струе баллистической ракеты, он будет отражаться, возвращаться назад в приемное устройство, там обсчитываться самыми современными на тот момент компьютерами, и на основании этих расчетов будет уже приниматься решение, что это баллистическая ракета или летящий мимо самолет. В конце 60-х годов была построена первая экспериментальная, это важно, загоризонтная радиолокационная система Дуга в городе Николаев, Украина. И именно результаты, полученные на этой экспериментальной станции, подтолкнули к принятию решения о строительстве 2 полноценных боевых радиолокационных комплексов. В период с 1975 по 1980 год
Под руководством НИИДАР, научно-исследовательского института дальней радиосвязи, было построено 2 радиолокационных станции. Первая была построена на Дальнем Востоке, в поселке Большая Картель, недалеко от города Комсомольск-на-Амуре. Вторая же была построена в Украине, недалеко от города Чернобыль, в месте, которое сейчас известно как объект Чернобыль-2. Вопреки расхожему мнению, географическая привязка объекта Чернобыль-2 никак не связана с Чернобыльской атомной электростанцией. И вот почему. Дело в том, что минимальная дистанция полета баллистических ракет с территории вероятного противника до территории Советского Союза проходит через Северный полюс. И обе антенны, как в Чернобыле-2, так и в Комсомольске-на-Амуре, наблюдали подлетную зону именно при полярную. Но поскольку из-за так называемой полярной шапки, которая блокирует прохождение радиоволн, изменялись условия наблюдения в зависимости от времени суток, были построены 2 радиолокационные системы, которые находятся, если можно так выразиться, по разным краям Советского Союза. А рядом с Чернобыльской станцией была построена система возвратно-наклонного зондирования «Круг», которая предназначалась для выработки текущей информации о прохождении радиоволн, состоянии среды их прохождения и выбора оптимального частотного диапазона. И еще немаловажный момент. Поскольку мы говорим о ЗГРЛС дуга, которая находится на территории зоны отчуждения, необходимо понимать, что вот эти знаменитые гигантские антенны – это исключительно приемная часть радиолокационной системы. Передающие антенны были меньшего размера и находились на некотором удалении от приемных антенн. В случае с Украиной и объектом Чернобыль-2 передающая часть находилась в городе Любич-1, это Черниговская область, и там антенны хоть и были построены по тому же принципу, но были меньшего размера. И точно такая же передающая часть для станции в городе Комсомольск-на-Амуре находилась также на некотором удалении в закрытом административном территориальном округе Лиан-2. Несколько слов о конструкции. Антенны построены по принципу фар, фазированной активной решетки. И поскольку одной антенной было невозможно покрыть всю полосу частот, которая используется данной РЛС, было принято решение разбить весь диапазон на 2 поддиапазона и под каждый из этих поддиапазонов построить отдельную антенну. Более высокая, низкочастотная антенна. Высота ее по разным данным от 135 до 150 метров. Но лично мне дрон на самой высокой отметке показал 157 метров. Длина же ее порядка 450 метров. Вторая высокочастотная антенна высотой порядка 100 метров, в моем случае дрон показал 98 метров, и длиной до 250 метров. Также возле радара был создан гарнизон, где жили военные и их семьи, и в этом гарнизоне была расквартирована воинская часть дальней космической связи. Первый опытный запуск РЛС «Дуга» на объекте Чернобыль-2 состоялся в 1980 году. В 1985 году станция была принята на боевое дежурство, и в тот же момент началась ее модернизация. Все дело в том, что часть рабочего диапазона частот данной РЛС пересекалась с частотами гражданской авиации, что делало авиаперелеты затруднительными, а то и невозможными. После модернизации эта проблема ушла, и в 1986 году станция начала проходить госприемку. Однако после аварии на Чернобыльской АЭС все работы на станции были заморожены, и станция перестала нести боевое дежурство. Закрытие инфраструктуры произошло не сразу. До 1987 года она была законсервирована, однако в дальнейшем стало понятно, что эксплуатировать станцию в условиях зоны отчуждения будет невозможно, поэтому все основные узлы и агрегаты были демонтированы и вывезены в Комсомольск-на-Амуре. В 1989 году в связи с окончанием Холодной войны, изменением международной обстановки, а также качественно новым уровнем, на который вышли системы спутникового наблюдения, станция в Комсомольске-на-Амуре была также снята с боевого дежурства. Фактически это означало закрытие всего проекта. Позднее станции в Комсомольске-на-Амуре и в городе Николаев были демонтированы и порезаны на металл. Друзья, я думаю, что на этом моменте я и закончу свое краткое историко-теоретическое вступление. В следующей серии мы с вами обязательно прогуляемся по территории гарнизона Чернобыль-2, поговорим немножко об альтернативных теориях и версиях, вспомним веселые и не очень байки, которые касаются РЛС «Дуга». Также поговорим о том, что конкретно и что именно уберегло эту антенну от демонтажа
и от судьбы, которая постигла станции в Комсомольске-на-Амуре и в Николаеве. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Будет интересно. Счастливо!